Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать такой простой цветочный мотив крючком, соединять мотивы в процессе вязания между собой. Такой мотив подойдет для вязания летних топов, туник, платьев и других изделий. Для работы я использую нитки Пеликан и крючок номер 1,25. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. В первую воздушную петлю набранную протягиваем ниточку и получаем вот такое колечко. 1 воздушная петля подъема и в кольцо провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в вершинку первого столбика без накида за обе полупетли. Вот что получилось. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема, накид на крючок. Эти 3 воздушные петли заменяют нам столбик с одним накидом. Накид на крючок и в тот же столбик предыдущего ряда, откуда мы вязали цепочку из 3 воздушных петель, вяжем столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. В вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. В следующую вершинку точно так же провязываем 2 столбика с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Довязываем ряд. Провязываем в конце ряда соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. В этом ряду должно было получиться у вас 3 воздушные петли подъема и 23 столбика с одним накидом. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. В вершину следующего столбика предыдущего ряда за обе полупетли вяжем столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. Далее провязываем 4 воздушные петли. Делаем накид на крючок. В вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом. В вершину следующего столбика тоже столбик с одним накидом. В следующую вершинку столбик с одним накидом. И в следующую вершину столбик с одним накидом. Далее снова провязываем 4 воздушные петли. И по одному столбику с одним накидом вершины столбиков предыдущего ряда. Всего провязываем 4 столбика с одним накидом. Второй, третий и 4-й столбик. Далее снова 4 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом. Таким образом повторяем до конца ряда. Заканчиваем ряд. У нас получилось 6 вот таких вот элементов из 4 столбиков с одним накидом. В конце ряда провязали 4 воздушные петли и вяжем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема.
Далее в вершину следующего столбика вяжем соединительный столбик за обе полупетли. Далее у нас здесь 4 столбика с одним накидом. Мы вводим крючок между ними. Вот 2 столбика пропустили, и между вот этими столбиками провязываем столбик без накида. Вяжем одну воздушную петлю. Под арочку из 4 воздушных петель вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Далее провязываем 3 воздушные петли. И под эту же арку вяжем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петля. Снова у нас 4 столбика с одним накидом в предыдущем ряду. Вводим крючок между вторым и третьим столбиком и провязываем столбик без накида. Снова 1 воздушная петля, и под следующую арку из 4 воздушных петель вяжем 4 столбика с одним накидом. Три воздушные петли, и сюда же вяжем 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и столбик без накида между вторым и третьим столбиками предыдущего ряда. Вот такие лепесточки получаются, уголочки в нашем мотиве. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Обвязали все арки из 4 воздушных петель. В конце ряда провязываем 1 воздушную петлю и соединительный столбик провяжем в первый столбик без накида. Ниточку обрезаем и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотив у нас получился. И сейчас я покажу, как соединять такие мотивы в полотно. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. Сейчас покажу вам, как соединять мотив по одной стороне. У нас шестиугольный мотивчик. И соединяться мы будем вот в этих вот местах под 3 воздушные петли. С одной стороны у нас вот здесь есть 2 арки. То есть я вяжу вот следующий мотив и не довязываю 2 вот таких вот лепесточка с 2 арочками. То есть вот здесь будет лепесток и здесь будет лепесток. И этими лепесточками будем крепиться к соседнему мотиву. Итак, вот я продолжаю вязание. Вяжу, провязала столбик без накида. Теперь вяжу 1 воздушную петлю. Под эту арочку провязываю 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый столбик. Далее провязываю 1 воздушную петлю. Беру мотив, к которому буду крепиться. Вот моя свободная сторона. Вот место прикрепа. Вытягиваю крючок из петли мотива, который сейчас вяжу. Ввожу крючок. Вот здесь у меня 3 воздушные петли. Я ввожу крючок во вторую, центральную петлю из этих 3 петель. Подхватываю петлю мотива и протягиваю через эту петельку. Далее провязываю 2 воздушные петли. И под эту же арочку продолжаю вязать мотив, вяжу 4 столбика с одним накидом. Второй столбик, третий и четвертый. Между вторым и третьим столбиком предыдущего ряда провязываю столбик без накида, еще воздушная петля, а потом столбик без накида между вторым и третьим столбиком.
1 воздушная петля, и вот под последнюю арочку провязываю 4 столбика с одним накидом, второй, третий, четвертый, 1 воздушная петля, вытягиваю крючок из петельки, смотрю следующее место соединения, вот оно, 3 воздушные петли, ввожу крючок в центральную петлю, подхватываю петлю мотива, которую вяжу, протягиваю ее через эту петельку, 2 воздушные петли и под эту же арочку провязываю 4 столбика с одним накидом. Четыре. 1 воздушная петля и заканчиваю вязание, провязывая соединительный столбик в первый столбик без накида. Обрезаю ниточку и хвостик прячу в мотив. Теперь покажу, как соединить мотив по 2 и более сторонам. Вот, например, мне нужно вот сюда присоединить следующий мотивчик. Я считаю, сколько уголков у меня и сколько будет мест соединений. Вот 1, 2, 3 и 4 уголок. Значит, при вязании следующего мотива я провязываю только 2 уголка и 4 арки у меня остаются свободные. Они будут крепиться за вот эти 4 уголочка. Вот я вяжу, 2 провязала, теперь вяжу воздушную петлю, под следующую арочку вяжу 4 столбика с одним накидом, первый, второй, третий и четвертый. 1 воздушная петля. Теперь смотрю, первого я буду вот сюда крепиться к этому уголочку. Я беру мотив, нахожу центральную воздушную петлю арочки и протягиваю петельку через нее. Далее вяжу 2 воздушные петли и под эту же арку вяжу 4 столбика с одним накидом. Мы соединяем наши мотивы в процессе вязания последнего ряда. 1 воздушная петля, между вторым и третьим столбиком предыдущего ряда провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, под следующую арочку провязываем 4 столбика с одним накидом, второй, третий и 4 столбик. 1 воздушная петля. Теперь смотрим внимательно, чтобы наши мотивы не перекрутились и смотрели лицевой стороной на нас. Вот следующее место прикрепа. И вот сюда, где мы уже прикреплялись, мы вводим крючок. Вот таким образом. Захватываем петельку мотива, который вяжем. И протягиваем через вот таким образом. 2 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петля. Между вторым и третьим столбиком предыдущего ряда провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля, под следующую арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. 1 воздушная петля. Смотрим, где следующее место соединения. Вот оно у нас. Мы вводим сюда крючок и протягиваем петлю мотива, который мы сейчас вяжем. Вот таким образом. Далее провязываем 2 воздушные петли и под эту же арочку вяжем 4 столбика с одним накидом.
Первый, второй, третий и четвертый. Одна воздушная петля, между вторым и третьим столбиком предыдущего ряда вяжем столбик без накида, одна воздушная петля, осталось обвязать одну арку предыдущего ряда, вяжем 4 столбика с одним накидом, 2, 3, 4, одна воздушная петля. Смотрим следующее место прикрепа. Здесь у нас свободная арочка, поэтому мы ищем центральную воздушную петлю, вводим в нее крючок, захватываем петельку мотива, который вяжем, протягиваем через эту петлю, вяжем 2 воздушные петли. Под эту же арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Обрезаем ниточку, хвостик прячем в мотив. Для того, чтобы присоединить мотив по двум сторонам, нам нужно оставить необвязанными одну, вторую и третью арку. Вот 3 места присоединения, 3 арки. И в процессе их обвязывания присоединиться к двум сторонам соседних мотивов. Вот так выглядит небольшой участок полотна из этих маленьких простых мотивов. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.